Hi guys, Merry Christmas, and today I'm going to talk about Christmas, and this is going to be the theme for a couple of days, just to be sure that we have a good subject of conversation and you know some of the traditions and customs in America. Ребят, привет! Сегодня несколько дней поговорим про разные традиции, связанные с Рождеством, потому что я хотела бы, чтобы вы понимали то, что происходит, и чтобы вам было более понятно то, что вы увидите в фильмах и так далее. Ну и плюс это любопытно, я думаю, что хороший повод нам поговорить. Так вот, сегодня хотела начать с того, что поговорить, а что же такое eggnog? Egg, E-G-G-N-O-G. Eggnog is a drink. Значит, это напиток, который делается на молочной основе с яйцом, с сахаром, молоком или сливками, и туда добавляется ром, бурбон или там какой-то вот такой вот напиток алкогольный. Eggnog is made out of eggs, milk, cream, sugar, and usually it is spiked with alcohol. It is a traditional drink that you would see at Christmas parties. Это такой традиционный напиток, который вы часто увидите на вечеринках, которые проходят на Рождество. They do sell it at supermarkets, but usually it's not very good. На самом деле то, что продается в супермаркетах, обычно не очень вкусно. Вот, значит, eggnog is something that is a staple of Christmas parties. То есть это вот то, что всегда будет. Staple это вот используется не как стемплер, да, которым мы бумажки скрепляем, а a staple is something that you always have. For example, a staple of a meal would be bread and potatoes. То есть вот то, что всегда будет на столе, это, скажем, хлеб и картофель, да. Так что вот when you say something is a staple, you can say a staple of the Indian diet was corn. То есть то, что индейцы всегда ели, это кукуруза. So, here's the useful word for you is a staple. Дальше. Хотела сказать, что такое mistletoe. Mistletoe, я даже посмотрела, потому что я не знала, что это такое по-русски. Я знаю, что такое mistletoe, но я не знала, как это перевести. Mistletoe называется амела белая. Это такое растение, паразит. It's a parasite kind of a plant that grows on other plants. But tradition has it, and there's a legend associated that when it's hanging over the door, that people that walk under it, even if they're strangers, they must kiss. То есть традиция такова, что когда вот эта амела белая, а ее обычно на Рождество, подвешивают над дверным проемом, и когда люди, даже незнакомцы, там мужчины и женщины обычно, проходят вместе под этой дверью или стоят под ним, под этим вот растением подвязанным, то они должны поцеловаться. Откуда эта традиция? Where does this tradition come from? Kissing under the mistletoe comes to us from the Norse tradition. Norse, Druids, Celtic, вот эти вот все северные народы, да, келты, друиды, норсы, вот они, значит, оттуда эта традиция. So the mistletoe as a plant evidently is used for making bows. Значит, or arrows, I should say. Значит, из этого растения делают как это называется, лук и стрелы. Так вот, в традиции, in this tradition, in this legend, there was an arrow that killed a warrior. То есть в этой вот традиционной истории стрела, которая была сделана из вот этого растения mistletoe, но, видимо, гибкая, из-за этого погиб воин. И когда его мать пришла, она взяла эту стрелу, она, конечно, плакала, и ее слезы, упавшие на эту стрелу, оживили ее сына и вот этого воина. И, соответственно, была большая радость, счастье, поцелуй и так далее. И вот оттуда идет эта традиция. So the tradition comes to us from this warrior that was killed by an arrow that was made out of this mistletoe. And mistletoe must be very flexible, and that's why they use it for making arrows. So his mother of this warrior, when she saw him dead, she came and she wept or she cried, and her tears fell onto the mistletoe. The mistletoe started growing, and he was magically cured, so he was alive. And out of joy, she said that, this was a joyous moment. She was happy. Everybody kissed. And from that point on, mistletoe is associated with kissing. So this is the legend. Вот такая вот легенда красивая. Подумала, что я вам поделюсь
этой легендой, потому что она, правда, любопытна, потому что даже вот в фильмах иногда видите, что «Oh, you walked under the mistletoe, you owe me a kiss», то есть ты прошел под вот этим вот омелой, и, значит, мы с тобой должны поцеловаться. Вот откуда растут ноги, да? Значит, что хотела сказать about Christmas. There's another tradition in America. Oftentimes people give each other useless presents. Часто дают такие вот ненужные подарки. Есть разные игры, знаете, там белый слон, когда обмениваются подарки. Я хочу подарок того, и вот, как бы вот такая вот игра разная. There are many different games that people play at Christmas parties. Корпоративы в Америке, они немножко другие, поэтому там вот какие-то такие игры, обмены подарками, все так весело и смешно. Оно не про там еду и тусовку, вот, в смысле, там, танцевать, вот это вот, у них обычно это не принято. That's usually not done in American corporate parties. Usually it's about games, gift giving, that sort of thing. So, but families oftentimes would give each other sweaters. Часто бывает так, что в семье друг другу дарят свитера. И свитера это с оленями, с какими-то там Дедом Морозом. All of these sweaters that people give each other for Christmas are often very ugly. Они очень часто, на самом деле, правда, очень некрасивые. So a few years back, people came up with the idea of having an ugly sweater party. An ugly Christmas sweater party. То есть вот за последние несколько лет, когда, видимо, у всех уже накопилось много вот этих вот некрасивых свитеров, сейчас такая новая вот мулька, что у людей вот вечеринка, когда все встречаются, кто кого переплюнет, у кого самый некрасивый свитер. Ну, вот это вот немножечко такой смешной момент, подумала, что расскажу его вам, потому что иногда, такие курьезные моменты бывают, и, наша жизнь такая вот иногда бывает курьезная. For traditional Christmas, what happens in an American home? Usually there's a big meal, people come and eat usually baked ham or baked turkey. Обычно на традиционный ужин собирается вся семья, обычно едят либо большую запеченную индейку, либо большой шматок буженины, свинины. And very importantly, the kids go to bed early. Обычно дети, особенно маленькие, ложатся спать рано. They leave for Santa a plate with cookies and milk. Для Санта-Клауса оставляют молоко с печеньями. And usually kids get up really early to see the presents. Обычно на следующее утро, на Рождество, дети просыпаются рано, чтобы увидеть, что же им принес Санта-Клаус. So, those are a few of the traditions I wanted to share with you today about Christmas in America. Everybody make it a great day. You have a few days left to work this year. Think about the traditional American holidays and enjoy the movies and some of the songs, and I'll talk about those